Приветствую вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Прекрасное дерево, гранат в этом году вяжет, цветет, вяжет, цветет, вяжет, цветет, вяжет. Но у нас осталось до созревания урожая, до сбора урожая всего-навсего 1,5 месяца. А вы смотрите, сколько еще цветов и мелких плодов, очень много. И сейчас как раз хорошее время для зеленых операций, и я начну прореживать, потому что для такого дерева, вот сейчас снизу еще нужно будет тоже обрезать вот эти побеги, это уже будет 4-й раз обрезка вот этих побегов, пасынков внизу. Вот это деревцо можно оставить до 15 плодов на одном деревце, для того, чтобы они были крупные и чтобы растение могло их выкормить. Ну а после обрезки обязательно будет подкормка. Обязательно подкормочка будет состоять из бора, а также калий и магний. Магний дает сладость, тогда они сладкие-сладкие получаются. Ну вот сегодня задача провести зеленые операции. И сейчас мы с Александром Федоровичем этим будем заниматься. Верхушка. Эти плоды будут кислыми и будут мелкими-мелкими. Мы их тоже обрезаем. И вот эти тоже обрезаем. Прости, дерево, но... Вот недавно буквально цвело. Здесь тоже тот обрезаем. Казалось бы, что это хороший, можно оставить. Идем дальше. Смотрите. Здесь плод есть. Уже хорошая формировка пошла. Но рядышком вот этот маленький. Мы его тоже убираем. Оставляем один. Вот здесь, казалось бы, такая красота. Такая вот магия. Но они не вызреют все. Поэтому выбираем самый красивый вот этот. А вот эти мы просто их сейчас обрезаем. Вот таким образом. Итак, у нас с этой стороны 2 плода. И смотрите, здесь тоже. Вот они даже сами отваливаются, они просто не успеют созреть. Вот, поэтому эти плоды мы убираем. И идем сейчас дальше. Посмотрите, на верхушке еще у нас вот такой букетик красивый. И тоже оставлю только один. А эти мы все... Сейчас аккуратненько обламывать, а лучше обрезать. Вот этот еще успеет сформироваться. А вот здесь, смотрите, 3. Очень красивая. Но будут все вот маленькие и кислые. Поэтому сейчас выкручиваю так. 1, 2. И оставляем здесь наверху только 2 плода. Этот мы убираем тоже. Идем дальше, смотрите, ну это красиво, конечно, красота. И плоды, и цветочки, все это хорошо, но мы прощаемся уже в этом году достаточно. Все это убираем. Теперь вот здесь, смотрите, сколько здесь много. Их очень много здесь. Вот этот большой оставляем. Он красавец. Он находится на этой же веточке. Этот обрезаем, потому что, смотрите, вся веточка будет сейчас отправлять питательные вещества на этот, который побольше. Маленький, прощаемся с ним. Вот эта веточка тоже прощаемся. Конечно, кто-то будет... я так вот, когда жалко-жалко, а потом, в конечном итоге, мелкие собираешь, осенью кислые, и тогда уже не жалко. Поэтому формируем плоды уже сейчас. Конечно, чуть раньше можно было, но я всегда слежу за зелеными операциями. Смотрите, здесь тоже. Так, лучше обрезать. Вот. Оставляем один плод, один гранат, и он здесь на этой веточке созреет. Ну, а что делать здесь? Вот я хочу вам показать. Вот так. Смотрите, сколько здесь малышни. Мелкие, и толку с них не будет. И вы знаете, я их вообще все срезаю. А мы пойдем вниз, я вам покажу, и вы поймете, почему я буду это делать. Видите, все это цветочки, все это хорошо, все это красиво. Вот смотрите, срезаем. Без жали, безжалостно, без жалю. Вот смотрите, получается у нас здесь 1, 2, мы потом с вами посмотрим. Нет, вот знаете, я этот срежу, потому что, ну, не вытянет эта веточка, а вот эта веточка вытянет. И, кстати, на этой веточке еще обнаружила, вот смотрите, здесь тоже 3 красивая. Мы ее тоже обрезаем. И здесь же на этой ветке, смотрите, что творится. Еще цветет. Это, кстати, завершающие уже цветочки.
И еще есть один цветочек. Все, мы здесь убрали. Итак, у нас получилось на каждой веточке, для того, чтобы хорошо сформировались плоды. Здесь у нас один, здесь у нас один и здесь у нас один. Прекрасно. Здесь у нас мы все правильно сделали. Сейчас чуть-чуть ниже опускаемся. Так, у нас здесь на веточке один. Здесь смотрите, какие красивые. Один на веточке. Вот и здесь один на веточке. А здесь эти не вызреют и не дадут этому увеличиться. Вы уже видите, что я срезаю. Здесь та же самая ситуация. Здесь я его срезаю, потому что дальше там еще больше есть. Вот этот не бесформенный, мы тоже его убираем. Итак, у нас тут получается, вот есть, двушечка. Из двушечки выбираем тот, который покрасивее. А что у нас покрасивее? Этот какой-то испорченный. Мы вот этот постараемся сейчас убрать. Вот. Один оставляем. Идем дальше. Смотрите. Здесь очень красивые уже сформированные и растут очень красивые плоды. Но снова же, видите, всегда, если два плода, то получается, что один больше, другой меньше будет. И друг другу в ущерб будут забирать питательные вещества. Поэтому я здесь тоже убираю. Дальше, смотрите, здесь мы по одному оставили. А вот что здесь творится? Это, конечно, елка новогодняя. Очень красиво. Вот смотрите, какая красота, да? Очень красиво. Но вы уже поняли, что останется только один, вот этот. А все остальные, все игрушки мы снимаем с елки, с граната. И у нас получается и это тоже сейчас аккуратненько его убираем. О! И смотрите, остается у нас один. И на него пойдут все питательные вещества. Вот эти все нужные вещества, которые будут формировать сладкие, красивые и сладкие ягодки там внутри. Ну вот уже кусочек у нас получается там 3, и здесь 4, 5, уже 8 штук есть. Но будет, наверное, больше, конечно. Ну, поехали дальше. Смотрите, еще одна ветка сверху. Конечно, снова же у нас новогодняя елка с красивыми игрушками. Вот. Что мы сделаем? Мы ничего здесь не будем оставлять. Мы все эти маленькие плодики, все это срезаем безжалостно. Во-первых, это самая верхняя ветка. И сюда питательные вещества не пойдут. Зато, смотрите, теперь внизу у нас освобождается, кстати, еще вот одни. Вот мы здесь тоже ее срезаем. Еще вот сейчас подтяну сюда, чтобы вам видно было. Вот эти тоже. Смотрите, какой красивый букет. Но я их тоже срежу. Тоже все срезаются. Вот так, таким образом. Им уже не хватит времени. Ну и растение не вытянет столько, чтобы все прокормить. Смотрите, одна ветка у нас, остается 2 плода. Один покрупнее, один помельче. И вот который помельче, мы его убираем. Здесь очень интересно, красиво. Они как будто бы вначале идут с одной ветки на отдельно. И смотрите, а у них очень хорошее развитие, они одинаковые. Ну, оставим, эти 2 оставим. И рядышком здесь тоже вот такая интересная ситуация у нас, что здесь тоже много разных плодов, и все на одной ветке. 1, 2, 3. Мы убираем, этот срезаем, этот срезаем. И у нас остается один, который будет крупный. И здесь у нас наверху тоже остается один. Видите, он крупненький. Здесь тоже у нас остается один. Конечно, будет больше 10 или даже 15, потому что мы еще самая ветка у нас вот остался с северной стороны кусочек. Тоже вот цветет красивый, умница, благодарю тебя, но мы с тобой прощаемся. Это только завязался, мы тоже прощаемся. Смотрите, здесь тоже 2, мы их просто обрезаем. И здесь на этой веточке у нас самый большой вот этот плод, мы его оставляем. Но вот с этими тоже надо прощаться, не вытянет. Не вытянет. Мы уже в прошлом году имели такой опыт. Вот смотрите, здесь 1
И здесь два плода. Два, кстати, много тоже. Тоже убираю один. Вот. Два плода. Вот тогда они получатся крупные. Идем дальше вниз. Вниз. А тут у нас творится просто полное украшение елки. Смотрите, сколько тут их много. Здесь у нас есть один. На этой веточке есть. Здесь у нас мелкотня. И толку с нее не будет. Ну, что мы можем сделать? Эти обрезаем. А вот здесь я бы этот один оставила. Только один. Так. Я потом соберу в конце и покажу, сколько мы оставили, сколько обрезали. Вот, смотрите. У нас получается 1 и 2 на большую такую ветку. Здесь достаточно. Идем дальше. Смотрите. Это следующая ветка внизу. Конечно же, вы уже поняли, что этот мы оставляем, а эти обрезаем. Все, этот плод созреет и будет красивым. Дальше. А дальше у нас что? Тут один. Он никакой. Веточка маленькая. Идем вниз. А внизу у нас тоже нужно убирать. Убираем. Смотрите, какие они классные. Тоже тут целая куча их. Но мы их обрезаем. Смотрите, этот обрезаем. А вот эти, вот этот красивый оставляем. А эти убираем. Тут и цветочки, и плодик есть. Аккуратненько его выкручиваю. Вот таким образом. И на этой веточке вместо у нас различных красивых игрушек остается одна игрушка. И здесь тоже вот одну игрушку оставим. Да, тут одна ветка. Вот одну. Здесь одна внизу, здесь одна. Вот. И здесь, смотрите, у нас вот тут. Что остается еще здесь поработать? Здесь у нас тоже очень много всего. Вот эта отдельная веточка пойдет. Оставим. Так и хочется их вместе оставить. Но смотрите, один большой, один маленький. Я его обрываю. Здесь у нас, смотрите, еще один. Вот один формируется. И смотрите, какой он красивый. Набирает цвет, набирает сахаров. Соки питательные сюда идут. Вот. И здесь еще один есть. Тоже один и тоже большой. Уже, видите, плодик такой симпатичный. Итак, здесь у нас один тоже остается. Здесь все по одному. И спрятался еще один. Смотрите, какой красавец спрятался. Но он тоже остается. Он там изнутри. С этой стороны у нас все. Остается у нас еще проверочная внизу. Вот с южной стороны. Здесь, смотрите, тоже у нас какие букеты. Убирай в первую очередь то, что только отцвело. Да, упустила. Вот упустила. Здесь у нас два, которые покрупнее оставляем. Он с верхней веточки. Очень хорошо. Вот красивые цветочки, симпатичные. Люблю вас, но обрезаю. Потому что вы уже не созреете. Вот теперь смотрим, что у нас здесь. У нас здесь очень интересная ситуация. Смотрите, тут много внизу плодов. Эта ветка идет отдельно. На этой ветке оставлю тоже один. Вот который побольше из них. Всегда ориентируемся на тот, который побольше. Он действительно имеет больше силы. О, вот здесь один у нас на этой веточке. Дальше веточка, еще одна веточка. Ну вот смотрите, какая красота, да? Ну очень красиво. Ну, придется избавляться. Раз, два. Ну, оставлю два. Мы с вами еще потом посмотрим, что получилось в конечном итоге. Но это еще не все. Здесь еще одна ветка есть. И тоже два. Нет, не буду оставлять по два. Потому что знаю, что в прошлом году, вот уже и клоп-черепашка. В прошлом году мы имели вот такую проблему. Мелкие плоды. Вот этот оставляю, а который помельче, мы его аккуратненько сейчас вот таким образом. И здесь тоже, кто у нас покрасивее. Вот этот покрупнее и целенький, красивый плод. И мы его попроще его
Опа, обрезаем. Ну что, у нас еще не все. У нас еще есть, смотрите, веточка с одним, но этот маленький плод. Надо его тоже обрезаем. Итак, у нас получился вот низ. Смотрите, каждая веточка имеет один плод. Вот. И эта веточка сможет выкормить эти плоды. Здесь еще один маленький. Мы его тоже убираем. Ну, практически здесь уже все. Мы обрезали. Смотрите, как хорошо. У нас теперь на каждой веточке по одному плоду. Все у нас веточки обрезаны, верхушка тоже убрана. Остается у нас низ. А низ у нас вот эти ветки сейчас тоже нужно будет обрезать. Вот это все сейчас будет обрезаться. Потому что вот эта зелень, зелененькие веточки все, они как раз забирают тоже очень много питательных веществ. Но не буду ваше время забирать. Мы это сейчас тоже обрежем. Ну и соберу все плоды и покажу вам, что мы срезали. И в конечном итоге, ну, чуть-чуть больше, чем 15 штук. Можно будет сосчитать, до 20 штук оставили. Но дерево у нас взрослое уже, поэтому мы думаем, что будет нормально. Здесь оно идет в 2 ствола, так что дерево должно выкормить. И теперь задача, Александр Федорович все время поливает, а моя задача подготовить подкормку. Так что нужно сейчас? Сейчас нужно обязательно еще раз бор, калий, магний. Бор для роста. Кальций я уже давала. Сейчас уже не такие температуры, как были. Поэтому мы берем сейчас, у меня жидкие удобрения, не борная кислота, а жидкие органические удобрения, наноудобрения. Бор, калий и магний буквально по 5-6 миллилитров, для того, чтобы вместе было 15-16 миллилитров. И по листьям все это будет вечером проводиться опрыскивание. Показывать уже не буду. Вы у нас можете увидеть. У нас много есть видео, когда мы делаем растворы. И вот подкормочку такое дадим. Водички достаточно. И все. Гранаты, я думаю, что за 1,5 месяца они сумеют вырасти. Уже у нас был такой опыт, когда вот так по одному оставляла. На молоденьких, где-то на 5-летних мы оставляли 15 штук. И очень хороший урожай. Были крупные, вкусные, сладкие гранаты. Это видео по вашей просьбе. У меня несколько человек просили, чтобы я именно по формировке гранатов сделала видео. Я наконец-то уже готова. И позволяет и погода, и позволяет как раз лунный период. Потому что сегодня у нас 19 августа. Это время близнецу. Очень хорошо делать обрезки, зеленые операции для садовых растений. И это будет полезно для растений. Ну и удобно уже и для нас. Как раз мы спокойны, что и полнолуние позади. Растения будут нормально себя чувствовать. Процесс вегетации продолжается. Плоды наливаются. А мы этому радуемся и трудимся дальше. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Здравия вам и вашим родным и близким, а также здравия вашим растениям и хорошего урожая любых садовых вам растений. Пока-пока. До новых встреч. Ну вот я, как обещала, собрала все плоды и разрезала. Смотрите, они уже розовые. Те, которые покрупнее, очень кислые. Но можно потихонечку эти зернышки будут есть.